Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку заказов по статусу с сайта на платформе Хорошоп в виде уведомлений в Telegram. Это нужно для того, чтобы в автоматическом режиме передавать заказы, когда они переходят в определенный статус в другие системы. Например, вы или ваша команда можете получать уведомления в Telegram о том, когда заказ перешел в выбранный статус. Это упростит и автоматизирует процесс взаимодействия с заказами. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных Хорошоп. На этом этапе вам необходимо указать действия. Если вы хотите передавать заказы с сайта, когда они переходят в определенный статус, выбираем действие «Загрузить заказы по статусу новое». На этом этапе вам необходимо подключить ваш Хорошоп к системе Apex Drive. Для начала необходимо указать домен портала. Для этого перейдем в личный кабинет Хорошоп. Домен необходимо скопировать из адресной строки без дополнительных символов. Далее необходимо указать логин и пароль личного кабинета Хорошоп. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать статус, при переходе в который заказ будет передаваться в виде уведомления в Telegram. В данном случае я хочу получать уведомление о том, когда заказ доставлен. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из заказов, который находится в выбранном статусе. Если вас все устраивает, опускаемся вниз страницы и кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Хорошоп успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных указываем Telegram. Далее необходимо указать действие. Отправить сообщение. На этом этапе вам необходимо подключить ваш Telegram к системе Apex Drive. Если необходимо, вы можете дать название виртуальному аккаунту Telegram или просто кликнуть «Сохранить». Далее необходимо скопировать имя бота, найти его в вашем Telegram и запустить. Далее необходимо скопировать строку для подключения Telegram бота и отправить ее боту в виде сообщения. После того, как вы получили ответ об успешном подключении, переходим в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо составить сообщение, которое будет приходить в ваш Telegram, когда заказ перейдет в нужный статус. Для того, чтобы добавить переменную из Хорошоп в сообщение, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы выполнить переход на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые данные назначены в сообщение, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример сообщения, которое будет отправляться в ваш Telegram при переходе заказа на сайте в определенный статус. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Telegram».
Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Telegram успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!